Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 22 января, среда. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Пограничники в Израиле отказались пропустить мужчину, совершившего нападение вчера в Тель-Авиве, поскольку у него не было родственников в Израиле. Но после проверки Шабак ему разрешили въезд в Израиль на несколько дней. Ответ Шабак, далее цитирую: «Когда рассматриваемое лицо въехало в Израиль, мы провели проверку безопасности. Она включала его допрос, а также дополнительные тесты, по итогам которых было решено, что данных, позволяющих установить причину для предотвращения въезда, не имеется. Дело будет расследовано», заявили в Шабак. Напомню, что после вчерашнего происшествия в Тель-Авиве 4 человека попали в больницу. Нападавший прибыл в Израиль из США несколько дней назад. Он является владельцем американской грин-карты. Подробнее об этом происшествии смотрите уже сейчас в нашем телеграм-канале. Там мы публикуем то, что не пропускает YouTube. Также там есть и видео без цензуры со вчерашнего инцидента. Ссылка на наш телеграм-канал в первом закрепленном комментарии под этим видео. А мы продолжаем. Главные новости Израиля. Новости на Радио Мария. Армия обороны Израиля объявила о начале антитеррористической операции в Дженине. Операция получила условное название «Железная стена». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, цитирую: «Сегодня начата масштабная и важная военная операция по искоренению терроризма в Дженине. Операция называется «Железная стена». Это еще один шаг на пути к достижению поставленной нами цели – укреплению безопасности в Иудее и Самарии. Мы действуем систематично и решительно против иранской оси везде, куда она простирает свои щупальца – в Газу, в Ливан, Сирию, Йемен, Иудею и Самарию», сказал премьер-министр. Напомню, что операция в Дженине была запланирована несколько месяцев назад. Решение о ее начале сейчас было принято после того, как действия палестинской администрации в городе не принесли результатов. После прекращения огня в Ливане и Газе Цахаль теперь располагает необходимыми ресурсами для проведения масштабной и длительной операции в Северной Самарии. В это же время генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал силы безопасности Израиля, цитирую, «проявлять максимальную сдержанность», конец цитаты, после того, как силы Цахаля начали крупную операцию в городе Дженин в Иудее и Самарии. Гутерриш призывает силы Цахаля проявлять максимальную сдержанность и активировать силы только тогда и в тех случаях, когда это абсолютно неизбежно для защиты жизни, сказал Гутерриш. Начальник генштаба Цахаля генерал-лейтенант Герци Алеви не выдержал и в видеообращении к нации заявил о своей отставке. Он сказал, что несет ответственность за неудачи 7 октября 2023 года, а также за достижения военных во время войны. Алеви призывает назначить внешнюю комиссию для расследования неудач армии. Далее цитирую: «В первый день войны, во время оценки ситуации Генеральным штабом, я взял на себя ответственность за неспособность Цахаля защитить мирных жителей во время атаки 7 октября. Я сделал это снова публично на 6-й день войны. Главная задача Цахаля – это защищать граждан страны. Мы не справились с этой задачей. Я ношу с собой последствия этого ужасного дня до сих пор и буду нести их до конца своей жизни». На протяжении всей моей службы в армии обороны Израиля меня учили, что операции завершаются только тогда, когда их миссии выполнены. Операция заканчивается, когда все возвращаются. Операция заканчивается после разбора полетов. Цель расследований армии обороны Израиля – узнать, добились ли силы успеха или же потерпели неудачу, говорит Алеви. Он заявляет, что армия обороны Израиля, цитирую, должна предоставить ответы и провести тщательное, качественное и полностью прозрачное расследование.
Мы расследуем события из чувства долга учиться, и таким образом, чтобы это позволило нам лучше защитить граждан Израиля в будущем. По его словам, результаты расследования будут представлены министру обороны Израиля Исраэлю Кацу, а также общественности. В своем заявлении Герци Алеви обращается также к распространенным теориям заговора о событиях 7 октября, цитирую. «Теперь я могу с уверенностью сказать, никто не скрывал информацию, никто не знал, что должно было произойти, никто не помогал врагу совершать его зверство. Такие заявления, помимо того, что являются ложными, они наносят вред преданным военнослужащим, которые действовали и продолжают действовать ради безопасности страны и четко осознают свою ответственность. После завершения расследования Цааля мы лучше поймем, что с нами произошло, почему это произошло и как это исправить. Военное расследование сосредоточено исключительно на Цаале и не может охватывать все причины и области, которые могли бы предотвратить подобные события в будущем. Следственный комитет или любой другой внешний орган сможет расследовать и изучить это дело и будет иметь полную прозрачность от Цааля. Я несу ответственность за провал Цааля, но я также несу ответственность за его достижения. Я заранее скажу, что мне бы хотелось, чтобы нам не понадобились эти достижения, и никакой успех не может стереть огромную боль, горе и потери, причиненные с начала войны. Ближний Восток изменился, наша карта угроз кардинально изменилась, открылись возможности, и мы должны постоянно оценивать риски. Что касается Хизбаллы, то глава Цааля заявил, что ливанская террористическая группировка потерпела поражение. Большая часть ее руководства была ликвидирована. Ликвидировано более 4000 террористов, включая высшее командование организации во главе с Хасаном Насраллой. Что касается Хамаса, Алеви заявляет, что военное крыло палестинской террористической группировки, цитирую, пострадало очень сильно. Мы еще не вернули всех заложников, и нам предстоит выполнить ряд задач, направленных против руководства Хамас, а также против партизанского и террористического потенциала, которым все еще обладает эта группировка. Терроризм в Иудее и Самарии мог бы быть гораздо более значимым в этой войне, если бы не наступательные и оборонительные действия, которые мы предприняли. Алеви также отмечает, что в ходе войны Израиль впервые напрямую воевал против Ирана. Мы атаковали Иран после залпов их ракет и беспилотников, которые были запущены по Израилю. За 2 ночи мы провели удары с израильскими ВВС. Сейчас самое время для принятия решений. Я вложил все силы в войну уже 473 дня, чтобы добиться успеха в искоренении Хамас, чтобы добиться успеха и вернуть заложников и безопасно вернуть жителей Юга и Севера в их дома. Я сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньягу, а также министру обороны Исраэлю Кацу о своем намерении уйти в отставку 6 марта 2025 года. До этого времени, до 6 марта, мы должным образом завершим все расследования и срочные задачи, и я передам командование армии обороны Израиля тому из кандидатов, который будет выбран на мою должность. Скоро исполнится 40 лет моей военной службы. Я принял это решение давно, и теперь, когда Цааль имеет преимущество на всех аренах военных действий и запущено очередное соглашение о заложниках, настало время. Об этом заявил начальник генштаба Цааля генерал-лейтенант Герци Алеви. Новости на радио Нария. И уже министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что в ближайшие дни начнет проводить собеседования с кандидатами на должность следующего начальника генштаба армии обороны Израиля, после того, как генерал-лейтенант Герци Алеви объявил о своей отставке, цитирую. Чрезвычайно важно выбрать наиболее подходящего кандидата на пост главы армии обороны Израиля в этот сложный период. И я намерен обеспечить быструю процедуру выбора кандидата на должность следующего начальника генштаба, говорит Исраэль Кац. Армия обороны Израиля – это народная армия, и на нее возложена главная ответственность за сохранение жизни солдат и защиту государства Израиль. И я выберу лучшего кандидата для выполнения этой миссии, добавил Исраэль Кац.
И, как сообщается, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел разговор с генерал-лейтенантом Герци Алеви после того, как Герци Алеви объявил о своей отставке. Нетаньяху поблагодарил начальника генштаба ЦАЛя за его многолетнюю службу и командование ЦАЛем в течение последних 15 месяцев, что привело к большим достижениям для государства Израиль, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра. Главные новости Израиля. Председатель партии Оцма Иудит и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир приветствуют заявление начальника генштаба ЦАЛя Герци Алеви о его намерении уйти в отставку уже 6 марта. Цитирую. «Как я уже сказал, отставка начальника генштаба ожидалась независимо от хода войны. В любом случае уход начальника генштаба следует приветствовать», продолжает Бен-Гвир, выражая надежду, что на пост главы армии будет назначен более жесткий военный. Напомню, что Бен-Гвир давно критиковал командующего армией за его недостаточно жесткую позицию по отношению к Хамас. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич также приветствует заявление начальника генштаба ЦАЛя Герци Алеви о том, что он намерен уйти в отставку 6 марта и хвалит его за десятилетие службы, в том числе за его, цитирую, «великие военные достижения на всех фронтах во время текущей войны». Моя критика его провала в кампании по уничтожению гражданского и государственного потенциала Хамас, а также его ответственности за провал 7 октября нисколько не уменьшает нашу огромную благодарность ему за всю его работу и вклад на протяжении многих лет, а также за его достижения. Предстоящий период будет отмечен заменой высшего военного командования в рамках подготовки к возобновлению войны. На этот раз во имя того, чтобы не прекращать войну до полной победы. Я уверен, что министр обороны справится с этой задачей ответственно, профессионально и решительно, и я буду помогать ему по мере необходимости. Об этом заявил министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. Главы оппозиционных партий Кнессета призывают премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху последовать примеру начальника генштаба ЦАЛя Герци Алеви и также уйти в отставку. Цитирую. «Я приветствую Герци Алеви. Теперь пусть премьер-министр и все его, цитирую, катастрофическое правительство возьмут на себя ответственность и уйдут в отставку». Об этом заявил глава оппозиции Яир Лапид. Новости на радио Нария. Главные новости Израиля. И, как стало известно, глава Южного командования армии обороны Израиля генерал-майор Ярон Финкельман уведомил начальника генштаба ЦАЛя Герци Алеви, что он также намерен уйти в отставку из армии. Причиной своей отставки Финкельман также называет свою ответственность за неудачи армии обороны Израиля в преддверии нападения Хамас 7 октября 2023 года. Далее цитирую. «Следуя своей совести и ценностями, которыми я руководствуюсь, я решил завершить свою деятельность на посту командующего Южным военным округом и службу в армии обороны Израиля. 7 октября я не выполнил свой долг по защите граждан. Эта неудача осталась во мне на всю жизнь. Мне выпала честь командовать в этой войне выдающимися командирами, воинами и солдатами, поколением победителей. С глубокой скорбью я буду вечно хранить в своем сердце память о павших, наших лучших сыновьях и дочерях. Мы должны продолжать наносить удары по врагу, вернуть всех наших заложников домой и вернуть общинам их земли, безопасность и процветание». Об этом заявил генерал-майор Ярон Финкельман, командующий Южным командованием ЦАЛя, который, так же как и Герци Алеви, уходит в отставку. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщает, что во вторник, на третий день прекращения огня между Израилем и Хамас, в сектор Газа въехало 897 фур с гуманитарной помощью. Управление ООН ссылается на информацию, полученную от израильских властей и гарантов соглашения о прекращении огня – США, Египта и Катара. Напомню, что условия сделки о заложниках предусматривают, что в Газу ежедневно будет въезжать не менее 600 фур с гуманитарной помощью.
Мэнди Дамари, чья дочь Эмили Дамари была освобождена из плена Хамас в прошлое воскресенье, опубликовала новую фотографию с дочкой, на которой изображена рука Эмилии без перевязки, после того, как она потеряла 2 пальца во время нападения Хамас 7 октября 2023 года. Цитирую. «Спасибо всем в Великобритании и во всем мире, кто поддержал кампанию по возвращении Эмили домой, и за все ваши сообщения здесь, в соцсети X. Вы потрясающие, и мы вас всех любим», пишет мама Эмили Дамари, не упоминая Израиль. На некоторых из первых фотографий, которые семья разрешила опубликовать после освобождения девушки, Эмили, имеющая двойное гражданство Израиля и Великобритании, была замечена размахивающей забинтованной левой рукой во время телефонного разговора со своими родственниками. Образ перевязанной руки сейчас рассматривается как символ ее мужества и стойкости. Новости на радио Нария. Резервист ЦАЛЯ Йонатан Шалев был принудительно удален с дебатов в Комитете Кнессета по иностранным делам и обороне после того, как он накричал на министра обороны Израиля Исраэля Каца, который представил свое предложение о призыве ультраортодоксов на военную службу. Когда Йонатана Шалева уводят из зала, он кричит, что прослужил слишком долго и потерял друзей на войне. «Я ветеран боевого подразделения, я воевал год. О чем вы тут говорите?» – кричит он Кацу. «Я представляю бойцов, которые сейчас в Газе в грязи. Я потерял десятки товарищей по оружию». Конец цитаты. Члены комитета также кричат на Каца, обвиняя его в поддержке массового уклонения харидим от призыва в армию. Как это было? Давайте посмотрим далее без комментариев. Видеоверсия наших новостей на YouTube-канале Радио Нария. יש חוק, אני בוגר יחידה קרבית, לחמתי שנה, על מה אתם מדברים פה? קירוב לבבות, ככה אתם תשיגו ניצחון? אני מייצג לוחמים שעכשיו בעזה בבוץ, אני איבדתי עשרות חברים של לוחמים, אתם יודעים מה אתם מעיפים אותי מהוועדה? אתם יודעים מה זה לאבד עשרות חברים לוחמים ואתה מדבר על קירוב לבבות? אתה מדבר איתי על קירוב לבבות? מה זה קירוב לבבות? צודק 100%. זה הכל האמיתי. ולא הקשקוש הזה שקורה. צודק, תתביישו לכם. אתה יודע שאני שומע את כל הקולות. Посол России в Израиле Анатолий Викторов утверждает, что российско-израильский заложник Александр Труфанов будет освобожден из Газы в ближайшие несколько недель, что он не совсем здоров, но его состояние стабильно. Цитирую. «Простая математика подсказывает, что, к сожалению, речь не идет об очередной волне освобождения заложников. Но в течение 3-4 недель, судя по графику, Труфанов должен быть освобожден», заявил Викторов. Напомню, что Александр Труфанов был похищен 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз вместе со своей матерью, бабушкой и девушкой, а его отца лишили жизни. Часть его семьи была освобождена в ноябре 2023 года. С тех пор Труфанов был замечен в 2 пропагандистских видеороликах, выпущенных группировкой Хамас. Гражданин России и Израиля находится в списке 33 заложников, которых планируется освободить в течение 6-недельного первого этапа прекращения огня, в который входят те, кто считается гуманитарной категорией – женщины, дети, пожилые и раненые. Ожидается, что женщины пожилые будут освобождены на более ранних этапах. Ну а последние 14 заложников будут освобождены только на 42-й день. Посол России в Израиле Викторов говорит, цитирую, что, к сожалению, есть информация, что Труфанов получил травму, и его состояние здоровья не совсем хорошее. Мы надеемся, что за оставшиеся несколько дней его самочувствие не ухудшится, говорит Викторов. Посол предполагает, что Труфанов был ранен во время похищения, но говорит, что Хамас дали Москве твердое обещание, что Труфанов будет возвращен Израилю живым и здоровым. Напомню, что вернулся наш официальный телеграм-канал. Там мы публикуем то, что не пропускает YouTube. Подпишитесь уже сейчас. Если вы смотрите нас по телевизору, отсканируйте телефоном QR-код на своих экранах. Также ссылка на наш телеграм-канал будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Или же найдите в поиске в Телеграм «Радио Нария» латинскими буквами.
Главные новости Израиля. Нашей радиостанции нужна ваша поддержка. Поддержать Радио Нария вы можете прямо сейчас. Для этого нажмите на кнопку «Подписаться» на этом YouTube-канале. Также нажмите на палец вверх, если видео вам понравилось, или же на палец вниз, если видео не понравилось. Оставьте свой комментарий. Также благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Отдельная благодарность за финансовую поддержку врачу-косметологу Вайцман Татьяне из Нарии. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже завтра, в четверг, 23 января, в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.